Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц, мою большую-большую группу поддержки. Спасибо за ваши комментарии. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Самое главное, правильно подбирайте крючок. А так все узорчики универсальные, можно вязать из любой пряжи. Я расскажу сегодня вам о ниточках, с которыми буду работать я сегодня. Смотрите, называются они Мадам Трикот Париж. Видите? Марина Голд. Идем дальше. Что это за ниточки? В 100 граммах здесь находится 400 метров. Это 30% мериносовая шерсть и 70% это акрил. И нам здесь советуют производитель: берите спицы, вяжите лицевой гладью, и у вас будет шикарное изделие, да. Но мы крючковязы тоже хотим попробовать, да, именно связать интересный несложный узорчик. И я сегодня возьму крючок номер 3, потому что я данную пряжу уже вязала крючком, и я брала номер 3 под свою плотность вязания, под узорчики, и у меня все получилось. Вы точно так же изучаете, получается, аннотацию к своей пряже, правильно подбираете крючок, какой вам советует производитель, какая у вас плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. Я хочу дополнительно еще взять петельки, чтобы узорчик выровнять по краешкам. Справа и слева я наберу еще дополнительно 5 петелек. Итого у меня будет 35 воздушных петелек. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я буду набирать 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд. Нам необходимо будет по узорчику пропускать воздушные петельки, и новички могут ошибиться. Так? А когда мы сделаем столбики, вспомогательный ряд, то уже в столбиках вы не ошибетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку мы ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Получается столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули и провязали столбик с накидом. И вот так вот в следующие и последующие во все петельки цепочки ныряете, провязываете столбики с накидом. Сами себя контролируйте. По итогу количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочке. То есть в моем случае, например, 35 петелек я набрала, значит, должно получиться 35 столбиков. То есть ничего сложного. У вас точно так же. Больше-меньше в зависимости от того, сколько набрали петелек в цепочке. Не забывайте, что самые, получается, первые 3 петельки, которые мы провязали, первые 3 петельки, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 уже столбиков я провязала. Давайте аккуратненько, самостоятельно до конца ряда, да, несложно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Для начала, смотрите, мы делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Сейчас одна воздушная петелька по узорчику. Раз. Итого получается 5 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем накид. Так. Один столбик пропускаем. И в следующий столбик, смотрите, что делаем. Ныряем, вытягиваем ниточку и тянем до высоты 4-й петельки. Угу. Держим на крючке. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Накид сюда же. 4. Накид сюда же. 5. Теперь все петельки до 2 петелек на крючке провязываю. Оп. Все провязала, получается 2 петельки остались на крючке. И только потом я провязываю 2 остальные петельки. Угу. Вот такой вот у нас интересный пышный столбик получается.
Напомню еще раз, да, когда я вижу пышный столбик, я рассказываю, что чем больше вы сделаете накидов и чем больше вы сделаете петелек, да, получается, тем более эффектная шишечка вот такая получится. Но и пряжа скушает намного больше. Опять же, вы можете делать и петельки, и накиды больше, и 6, и 7, и 8. Можете делать меньше, но как бы будет менее эффектно. Ну, смотря кому какой узорчик понадобится. Все, идем дальше. Делаем воздушную петельку. Пропускаем. Здесь получается 2 столбика. Раз, два. Делаем 2 накида. В третий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Столбик с 2 накидами. Воздушная петелька. Теперь делаем 1 накид. И смотрите, мы возвращаемся к этому же столбику. Вот если внимательно посмотрите, у нас вот такие вот 2 полосочки, видите, вертикальные стоят. Вот мы их вот так вот захватываем, видите? И вытягиваем ниточку и провязываем теперь столбик с 1 накидом. 2 петельки, 2 петельки. И у нас, смотрите, какая интересная рогатка получается. Красивая? Красивая. Дальше воздушная петелька, накид. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем пышный столбик. Тянем ниточку до высоты нашей рогатки. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3, накид 4, накид 5. Как только провязали, набрали на крючок петельки, провязываем практически все за один раз, оставляем 2 петельки на крючке. Теперь 2 петельки вместе провязываем. Оп, вот у нас очередной пышный столбик, видите? Далее будем делать точно такую же рогаточку. Воздушная петелька, 2 накида, 2 столбика пропустили, в третий провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Далее 1 воздушная петелька, 1 накид. Вот опять смотрите, вот наш столбик. Так, вот мы возвращаемся практически к основанию столбика. Вот наши 2 петельки. Захватили их, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с 1 накидом. Поняли, да? То есть вот такая вот рогаточка формируется. Здесь у нас столбик с 2 накидами, воздушная петелька, и сюда же в этот же столбик провязываем столбик с 1 накидом. Все, и опять 1 воздушная петелька, и переключаетесь через 2 столбика, опять делаете пышный столбик. Поняли, да? То есть ваша задача в этом ряду чередовать пышный столбик, рогатка, пышный столбик, рогатка, пышный столбик, рогатка, пышный столбик, рогатка до конца ряда. Угу. Я думаю, что вы справитесь самостоятельно, поэтому давайте до конца ряда сами, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши рогаточки с пышными столбиками практически готовы. Вам покажу, как мы заканчиваем ряд. Вот наш последний пышный столбик, воздушная петелька по узорчику, 2 накида, пропускаем 1 столбик, и вот в третью петельку подъема нырнули и провязали 1 столбик с 2 накидами. Все, наш ряд закончен. Угу. Далее опять делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Мы сделаем опять 1 воздушную петельку по узорчику, 2 накида. И вот смотрите, вот у нас идет верхушка нашего столбика пышного. Беремся за верхушку и в эту верхушку провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька, 1 накид, и возвращаемся точно так же, получается, вот практически к основанию. Беремся за 2 вертикальные вот эти вот полосочки, да, капелечки, петелечки, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. То есть мы сейчас опять с вами сформировали рогатку, как в первом ряду. Вот наша рогатка, только она теперь стоит, видите, в шахматном порядке над пышным столбиком. Сюда, получается, в эту рогатку мы будем провязывать пышный столбик. Воздушная петелька, накид, вот в арочку ныряем, видите, арочка из 1 воздушной петельки, вытягиваем точно так же по высоте петельку нашу, 1, накид сюда же, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе опять провязали до 2 петелек, потом 2 петельки вместе провязали. То есть наша сейчас задача, мы будем провязывать с вами точно так же, как самый первый ряд. Единственное, что в шахматном порядке. То есть дальше у нас идет рогатка, воздушная петелька, 2 накида, в верхушку пышного столбика предыдущего ряда ныряем, провязываем столбик с 2 накидами, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки,
воздушная петелька, накид и возвращаемся опять к основанию этого же столбика, беремся за вертикальные вот эти вот, получается, петельки, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с одним накидом. Поняли? Вот. Как вам? Не сложно? Я думаю, что нет. Дальше над рогаткой у вас будет пышный столбик. Над пышным столбиком опять рогатка. Пышный столбик, рогатка, пышный столбик и так далее до конца ряда. Я думаю, что несложно, вы справитесь самостоятельно. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. Мы сделали точно так же, как первый ряд, только единственное в шахматном порядке. У нас получается ряд в данном случае закончился рогаточкой, воздушная петелька и столбик с двумя накидами. Все, ряд закончен. Далее опять точно так же вы делаете 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Одна воздушная петелька по узорчику. И теперь ваша задача полностью повторить именно первый ряд. Ну, тут вы не запутаетесь, да? То есть, если у вас рогатка, значит, здесь у вас будет что? Правильно, пышный столбик. Все, и провязываем точно так же. Ваше количество петелек, накидов, сколько вам удобно, как у вас пряжа позволяет. 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И опять в следующий пышный столбик провязывайте рогатку, состоящую из столбика с двумя накидами, воздушная петелька. И вернулись сюда же, провязали столбик с одним накидом. Все, вот это вот весь узорчик. То есть он состоит, получается, всего лишь только из одного ряда. Так? Просто вы его повторяете в шахматном порядке. То есть вертикальный раппорт у вас будет состоять из двух рядочков. Раз, два. Потом опять раз, два. Раз, два, раз, два. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Мне очень интересно посмотреть, как будет меняться цвет моточка, да? И все, встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такой переход у меня интересный цвета. Вот такой нежный, как бы в то же время ажурный и объемный узорчик. Узорчик двусторонний. Выбираем любую сторону, она у вас будет лицевой. Хотите с одной стороны, хотите с другой. Где вам больше понравится, да, та и лицевая сторона будет. Конечно, идеальный узорчик для палантина, если это же пряжа, например, да, то есть будет переходить цвет и так далее, и так далее. Но опять же, смотрите, берите любые ниточки и для любого изделия. Хоть это будет летняя маечка, топик, да, может быть, это будет даже узорчик в юбочке комбинированный. Может быть, это у вас будет шарфик, может быть, это будет снудик, может, это будет кардиганчик, может быть, летний будет, да, в пол такой интересный. То есть пробуйте, экспериментируйте из любой пряжи, в любом случае будет интересно и необычно и неповторимо. Меланжевая ли пряжа, секционная ли пряжа, либо просто вы захотите несколько рядочков одним цветом, несколько другим сделать. То есть вы большие дизайнеры, смотрите, пробуйте, экспериментируйте. Смотрите, из моей пряжи вот так вот тянется узорчик, вот так вот. То есть, как бы получается, он тянется вверх больше, да? Давайте замерим красоту. Итак, я, получается, сегодня набирала 35 воздушных петель. Допустим, это же пряжа, этот же крючок, моя плотность вязания. То у меня сегодня это получается, ну вот, 16 сантиметров точно. А тут, смотрите, сам по себе узорчик, да, один ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядочков. Гляньте, какой уже высокий, да? Первый ряд наборный 10. И закончила я точно таким же рядом, получается. Видите, просто обычные столбики с накидом. 11. 11 рядочков. А гляньте, какой высокий. Смотрите, практически тоже 16 сантиметров, 15,5 сантиметров. То есть свяжете вы его очень и очень быстро, да? Ну, смотря какое изделие будете вязать. Единственное, что берите пряжи побольше, если будете делать много пышных столбиков, и они такие у вас будут действительно пышные, там будете делать 5 петелек, да, 5 накидов, там может быть 6, 7, 8, то и пряжа скушает, конечно, прилично, но будет очень-очень эффектно. Как вам? Узорчик такой вы нигде не найдете, по крайней мере, потому что я его придумала на ходу. Вот решила показать вам, поделиться. Думаю, интересно будет смотреться или нет. Так что смотрите, экспериментируйте, пробуйте, вяжите. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Смотрите видео в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.